Глава 336. Инчжу. Поскольку ваше сиятельство стоит здесь, кажется, вы не являетесь незнакомцем. Могу ли я поинтересоваться, вы старый друг Инчжу? Если так, тогда ваше сиятельство не чужак в нашем доме. Прошу войти в дом и поговорить, вдруг спросил с насмешливой улыбкой мастер радужной секты. Он был весьма вежливым. Его приглашение озадачило юношу, который стоял рядом с ним. После его слов Хань Ли помрачнел, а его губы растянулись в улыбке. Много лет назад я обучался многим навыкам под опекой Мо Цзюжэнь. И ваша невестка считается моей старшей боевой сестрой. Разумеется, я не посторонний и не чужак. Но прежде чем отправиться выяснять отношения, как насчет того, чтобы обговорить уничтожение имущества поместья Мо? Обнаружив, что Ичжу выдали замуж за вражеский клан, он помрачнел, и когда его удивление прошло, он приготовился действовать. «Я понял. Ты единственный выживший из поместья Мо», — крикнул молодой мужчина с удивленным выражением лица. Мастер секты тоже удивился, но вскоре он помрачнел, и его глаза стали смутными. Его тело неожиданно распухло и повысилось давление. «Поскольку ты остаток поместья Мо, даже не думай уйти. Твоя жизнь останется здесь», — громко прокричал мастер секты, чье лицо изменилось до неузнаваемости. Он сделал большой шаг вперед. Его волосы спустились по лицу. Кажется, он обладает огромной силой. Когда молодой мужчина увидел это, он без слов проскользнул к отцу, планируя координировать с движениями своего отца. Хань Ли безэмоционально посмотрел на их движения. Затем он молча поднял руку. Над его рукой появилось несколько огненных шаров размером с кулак. От них исходил палящий воздух. Мастер радужной секты замер. «Культиватор», — хрипло сказал он с недоумением. Парень, стоявший рядом с ним, тоже поверить не мог. «Хах». Хань Ли не собирался размениваться словами. Он указал пальцем на них двоих, чтобы убить их огненными шарами. Но в этот самый момент Мо Ичжу, обнявшая дочь, появилась перед Хань Ли, закрывая его атаку. «Не делай этого. Я запрещаю убивать отца ребенка. Если ты его убьешь, тогда убей и меня, и мою дочь», — горестно сказала она. Хань Ли приподнял бровь. С грохотом и треском огненные шары разбухли до размера с голову, и от них исходил еще более горячий воздух. Мо Ичжу сделала несчастное лицо, но не двинулась с места. «Культиватор, здесь возможно какое-то недопонимание. Наша радужная секта». Увидев, что Ичжу защищает их, он забоялся, что Хань Ли и правда может убить их всех вместе с дочерью. Не дослушав его, Хань Ли холодно отрезал: «Закрой свой рот. Ни ты, ни твой отец не в том положении, чтобы говорить. Я знаю о вашем стороннике, но меня это абсолютно не волнует. Если вы еще хоть раз заговорите, я уничтожу всю вашу резиденцию». Парень покраснел и больше не сказал ни слова. Он обеспокоенно посмотрел на отца. Хоть мастер и выглядел спокойным, его сердце вот-вот выпрыгнет из груди, когда сын так посмотрел на него. «Назови хоть одну причину, по которой я не должен их убивать. Это месть за поместье Мо. К тому же, Фэну лично попросила меня об этом», — сказал Хань Ли Мо Ичжу безразличным голосом. «Фэну жива. Здорово. А я так переживала за нее. Я только потом узнала, что она пыталась утопиться, услышав о том, что Фэну жива, Мо Ичжу обрадовалась. Не только она, а еще 4-й боевой брат и Цэхуань. Но я так разочаровался в тебе. Я даю тебе пару секунд убедить меня. Иначе я их убью», — безразлично сказал Хань Ли. После этого он поднял руку и сделал так, чтобы огненные шары исчезли без следа. Мастер и его сын выдохнули с облегчением. Ведь они могут пожить на пару минут дольше. Они боятся, что объяснения Мо Ичжу не убедят Хань Ли. И поскольку они знали о культиваторах больше, чем простые смертные, им было еще страшней. Они просто бессильны перед ними. Ичжу успокоилась, и после недолгого раздумья она мягко сказала: «Младший боевой брат Хань, принимая во внимание то, что ты прошел большое расстояние, чтобы отомстить за поместье Мо, а также за моего отца, прежде всего я хочу поблагодарить тебя. Но я должна спросить тебя, за что ты собираешься мстить моему мужу? Он не причинил вреда никому из Мо. Он лишь выполнял приказ, и он не зависел от него. И ты должен знать, что те, кто отдавал приказ, тоже культиваторы». Хань Ли что-то бубнил себе под нос. Он все прекрасно понимал. Те кретины, что разрушили поместье Мо, несомненно, культиваторы горы духа зверей. Как он может позволить себе провоцировать таких врагов? С другой стороны, ему даже с трудом верилось, что поместье Мо нажили себе такого серьезного врага. И он хотел выместить зло за Фэнву в честь их прежней дружбы.
Если бы это было просто, что это было бы хорошо. Но несмотря на то, что мастер секты и его сын невиновны, они все равно участвовали в уничтожении поместья. А теперь вдруг заявилась Юйчжу, чей муж из вражеского клана, и из-за нее Хань Ли думал, что его предположения неверны. Он глубоко выдохнул в небо. Оно любит делать из людей дураков. Спустя некоторое время он медленно и расслабленно сказал: «Твои слова имеют вес». Но несмотря на это, эти двое считаются соучастниками, и их убийство не будет несправедливым. К тому же они услышали, что я член поместья Мо, которого они хотели убить. Меня трудно убедить в том, что они ничего не могли поделать с уничтожением особняка. Поскольку старшая боевая сестра вмешалась, и желания сестер не совпадают, я не собираюсь становиться врагом и оставлю этот вопрос им на обсуждение. Надеюсь, что ты сможешь обговорить это с Фэну. После этого он сказал ей, где находятся Мо Цэхуань и Мо Фэну. Когда мастер и его сын поняли, что он не собирается их убивать, они вздохнули с облегчением. Мастер приблизился к Хань Ли с улыбкой на лице, надеясь на его благосклонность. Но когда тот посмотрел на него своими холодными, как лед, глазами, мастер остановился и встал на место. «Не знаю, каким образом ты женил мою старшую боевую сестру на своем сыне, но я не планирую разбираться в этой необратимой интрижке. Но отныне для вас будет лучше, если вы будете к ней относиться, как к королеве, иначе». Хань Ли не закончил, но уже с этих слов понятен финал. «Младший боевой брат, ты не понял. Я...» Мо Юйчжу поспешно попыталась разрешить недопонимание, но не успев договорить, старик перебил ее: «Сэр, не волнуйтесь. Он непременно будет с ней хорошо обращаться. Она не ошибется». Мастер секты смекалистый старик понял, что Хань Ли не нужны объяснения, а лишь обещания. Поэтому он согласился. Хань Ли кивнул головой, что означало его согласие. В глазах Юйчжу засверкало уважение. Немного замешкавшись, она осторожно передала маленькую спящую дочку. «Брат Хань, поскольку ты теперь бессмертный, пожалуйста, возьми ее. Ее зовут Инчжу. Возможно, от твоего прикосновения и бессмертного Ци она получит хорошую карму», — нежно сказала Мо Юйчжу. Услышав голос красивой женщины, Хань Ли вздрогнул. Затем он молча взял малышку и посмотрел на нее, склонив к ней голову. Малышка выглядела такой невинной, словно ангел, деликатные черты лица и белая, розоватая кожа. Хоть она еще и мала, Хань Ли видел в ней черты Юйчжу. Малышка бесшумно спала с улыбкой на лице. Возможно, она слишком устала играть днем. Хань Ли едва удержался, чтобы не ущипнуть ее за пухленькие щечки. Он достал затуманенный кулон из белого нефрита и аккуратно положил в ладошку малышки. Затем он передал ее вместе с кулоном Мо Юйчжу. Это нефрит проходящей души. Хоть он и не редкий в своем роде, но зато он всегда остается теплым, даже во время зимних холодов или прохладного лета. Кроме того, никакие букашки не посмеют к ней приблизиться. Пусть он будет у нее в знак памяти. Пройдя через несколько великих сражений, Хань Ли насобирал много всего. Он нашел не только все виды магических примочек, но и несколько редчайших сокровищ. И нефрит проходящей души был одним из этих сокровищ. Глава 337. Скрывающийся эксперт, кривая душа. Что касается того, что сегодня произошло, я не желаю, чтобы секта Гора Духовного Зверя узнали об том. Так что вы двое, вам следует держать язык за зубами. Хань Ли внезапно поднял голову и холодно взглянул на мастера секты Радуги и его сына. Сердце старика вздрогнуло от страха, но он покорно промолчал. Хань Ли молча уставился на мастера секты. При виде того, что старик весь покрылся холодным потом, он насмешливо улыбнулся, как вдруг его тело растворилось. Пока старик застыл в шоке, внезапно чья-то рука слегка похлопала его по плечу. Он тут же оцепенел от страха и медленно повернул голову. Хань Ли равнодушно стоял позади него. «У господина Бессмертного есть какие-нибудь пожелания?» «Я немедленно исполню их», — с опаской проговорил мастер секты. «Ничего. Я просто хотел поприветствовать вас», — спокойно ответил Хань Ли. «Поприветствовать?» Старик был поражен, не совсем понимая намерения Хань Ли. Но внезапно, кажется, до него дошло, и он тут же отстранился от него. К счастью, он не обнаружил ничего необычного и успокоился. Затем Хань Ли высвободил свою лодку божественного ветра и появился на ней в мгновение ока. Пристально посмотрев на юношу и старика, Хань Ли холодно усмехнулся и улетел, превратившись в полосу белого света. Вместе с Мо Юйчжу старик и его сын были полностью озадачены этим. Пролетая над поместьем Ли на своей лодке божественного ветра, Хань Ли бессознательно ухмыльнулся.
Хотя старик и пообещал, что не осмелился рассказать о нем секте Гора Духовного Зверя, Хань Ли увидел что-то нехорошее в его выражении лица. При виде этого Хань Ли, естественно, не мог игнорировать его потенциальные интриги, даже если он был смертным. Поэтому, когда он появился позади него, он тайно принял меры и поместил в его тело буровящего червя, похлопав его по плечу. Этот червь был очень странным. Размером с волос он был почти невидим невооруженным глазом, а обнаружить его можно было только с помощью духовного чутья. Как только он попадал в его тело, он начинал медленно ползти по кровеносным сосудам к сердцу. Через год или 2 года у зараженного человека начинает болеть сердце, в результате он не сможет спать спокойно. Симптомы будут становиться все более серьезными в течение нескольких месяцев, пока боль в сердце не приведет его к смерти. Это бы выглядело так, как будто он просто умер от сердечной болезни. Даже эксперты-культиваторы не смогли бы ничего найти, если бы не знали, что искать заранее. Поскольку это произойдет спустя такой большой промежуток времени, после того, как Хань Ли похлопал его по плечу, никто и не подумает, что Хань Ли был причастен к этому. Этот жуткий червь был трофеем со сражения против дьявольского Да. Сначала он понятия не имел, что это, пока кто-то еще не оценил это. Теперь, зная его назначение и применение, он использовал его против мастера секты Радуги. Таким образом, он смог выполнить свое обещание, данное Мо Фену, не делая зла на глазах Мо Юйчжу. Хань Ли был очень довольным собой. Теперь Хань Ли больше не заботился, узнают ли они, кто он такой. В конце концов, он нисколько не навредил отцу или сыну. Так что секта Гора Духовного Зверя не станет преследовать его по столь незначительному делу. Что касается сына мастера секты Радуги, то он казался приличным. Хань Ли надеялся, что Мо Юйчжу проживет с ним счастливую жизнь. С этими мыслями он направился на своей лодке Божественного Ветра к западу от города Цзяюань. Он хотел поторопиться и решить проблему, связанную с особенностью кривой души. Хотя он и не знал, что такое кривая душа, он определенно не мог пропустить это мимо ушей. К западу от города Цзяюань находился высокий горный хребет, заросший густым лесом. Считалось, что в этих местах обитали ядовитые змеи и опасные хищники. Таким образом, люди редко бывали в этом районе. Скорее всего, это была главная причина, по которой кривая душа сбежал именно туда. Хань Ли молча наблюдал густо покрытый растительностью горный хребет с неба. Спустя какое-то время он достал колокольчик для управления душой из своей сумки для хранения. Схватив его за рукоятку, он стал постепенно вливать в него духовную силу. Спустя мгновение колокольчик для управления душой засветился светлым белым светом и повис в воздухе. Вперед! Подбросив маленький колокольчик, он сделал жест заклинания другой рукой и скомандовал ему. Колокольчик задрожал на мгновение, а затем выпустил кольцо света и улетел на высокой скорости. Хань Ли слабо улыбнулся и погнался за ним со своей лодки Божественного Ветра. Используя сущность крови кривой души, содержащуюся в колокольчике, он всегда мог с легкостью отследить его местонахождение. Естественно, он не мог этого сделать, если бы колокольчик был слишком далеко от кривой души. Если бы кривая душа была в 500 километрах, Хан Ли был бы бессилен действовать. Но теперь, когда звонок услышал, Хан Ли стал счастлив, зная, что кривая душа скрыта поблизости. Маленький колокольчик пролетел около 15 километров, прежде чем внезапно спустился вниз. Когда Хан Ли увидел это, он понял, что нашел свою цель, и сразу же схватил маленький колокольчик в воздухе. Затем он полностью покрыл маленький светящийся колокольчик слоем лазурного света. По словам Сунь Эрга, Хань Ли знал, что кривая душа теперь может чувствовать колокольчик для управления душой. Скрыв ауру колокольчика, он мог предотвратить бегство кривой души. Тихо спустившись на пик маленькой горы, он начал пристально разглядывать местность в каждом направлении. Хотя уже было темно, Хань Ли все еще мог видеть, поскольку он был культиватором стадии заложения фундамента. В результате он направился прямо в том направлении, в котором маленький колокольчик начал спускаться. Хань Ли шел без малейшего звука, словно он был призраком. Не предпринимая никаких дополнительных мер, Хань Ли просто нашел ни о чем не подозревавшего кривую душу. Кривая душа сидел скрещенными ногами на огромной скале в медитации, как будто он усовершенствовал ци. Спрятавшись за скалой, Хань Ли тайно наблюдал за кривой душой в полном изумлении. Хань Ли смог почувствовать духовную ци в сердце кривой души. Его колебания в духовном ци показывали, что он был на 5 или 6 уровне стадии конденсации ци. Это ошеломило Хань Ли. Хань Ли ясно помнил, что Чжан Тэ изначально был не способен культивировать искусство вечной молодости, потому что у него не было духовных корней. Стоп. Хотя Чжан Тэ не мог культивировать искусство вечной молодости, это не означало, что у него не было духовных корней.
Это означало, что у него не было древних атрибутов духовных корней. Может быть, Чжан Ты обладал духовными корнями другого атрибута? Подумал Хань Ли, внезапно осознав это. Но какова была вероятность этого? Доктор Мо действительно принял 2 учеников с духовными корнями, когда даже один такой человек встречается раз на 1000 смертных. Не веря сам себе, Хань Ли продолжил свои рассуждения: это действительно невозможно. Поскольку у него не было подобных атрибутов духовных корней, у нас были совершенно разные судьбы. Если бы у меня не было древесных духовных корней, тогда я бы закончил. Хань Ли почувствовал страх в своем сердце. Однако, как кривая душа заполучил технику культивации, которую он смог использовать? Может быть. Хань Ли казалось, что он что-то понял и наморщил лоб. В его глазах вспыхнуло злобное намерение, но он продолжал молча наблюдать за культивацией кривой души. Спустя промежуток времени, который бы понадобился для того, чтобы съесть обед, кривая душа открыл глаза, встал и вытянул ноги. Он выглядел так, как будто он действительно обладал сознанием. Но когда Хань Ли увидел это, его лицо выглядело не только мрачным, но в нем также можно было различить злобу. Сегодняшний прогресс был неплохим. Кажется, что через 4 месяца мне больше не придется бояться магический инструмент, который контролирует это тело. Когда кривая душа радостно проговорил это, он внезапно услышал ледяной голос. «Кажется, что ты вполне удовлетворен этим телом. Кто здесь?» Лицо кривой души судорожно передернулось, когда он поспешно повернулся в сторону, с которой доносился голос. В этот момент Хань Ли вышел из своего укрытия с ледяным выражением лица. «Кто ты?» «А. Ты культиватор стадии заложения фундамента». Когда кривая душа обнаружил, что он не смог точно определить уровень культивации Хань Ли, он испугался. «Это то, что я хотел знать. Почему ты занял это тело?» «Это тело моего близкого друга, и я лично передал его своему подчиненному на хранение. Ты занимаешь это тело столько лет, так как насчет того, чтобы объясниться?» Спокойно сказал Хань Ли. «Это тело твое». Кривая душа засомневался в услышанном, тем временем его глаза блуждали по округе. Было ясно, что у него есть какой-то хитрый план. Когда Хань Ли увидел это, он холодно усмехнулся. Он внезапно взмахнул рукой, являя ему колокольчик управления душой. «Что ты делаешь?» Когда кривая душа увидел движение Хань Ли, он сразу же отпрыгнул на 10 метров назад, словно испуганный заяц. Затем он пристально уставился на Хань Ли. Несмотря на то, что он ранее чувствовал, что этим телом могут управлять, он не знал, каким именно образом. Он также не знал, что маленький колокольчик был тем самым магическим инструментом, который специализировался на контроле его тела. Он решил, что Хань Ли собирается атаковать его с помощью этого магического инструмента. Друг Хань Ли и сокурсник доктора Мо, который позже был усовершенствован в кривую душу. Глава 338. Принудительное признание. Хань Ли не обратил внимания на тревогу кривой души и тут же высвободил лазурный свет, который скрывал колокольчик управления душой. Дзынь. Хань Ли щелкнул пальцем по колокольчику, заставляя его зазвенеть. Бац. Не успел кривая душа подумать о том, чтобы сбежать, как вдруг он упал спиной на землю. Настоящий магический инструмент. У тебя есть магический инструмент, контролирующий это тело. В страхе крикнул кривая душа. Хорошо, что ты знаешь. Если не хочешь пострадать, тогда тебе лучше все объяснить немедленно. Мне очень любопытно. Как ты смог вторгнуться в это тело? Разве культиваторы способны контролировать тело смертных? Спросил Хань Ли со спокойным выражением лица и ровным голосом, как будто он беседовал с близким другом. Когда кривая душа услышал это, он вздрогнул. Культиваторы, которые воруют чужие тела, были ненавистны всем во всем мире культивации. Хотя за это их не уничтожали на месте, но и одобрение они бы никогда не смогли получить. Если прибавить сюда странное поведение Хань Ли, то ему и думать не стоило о побеге. «Даос, пожалуйста, простите меня. Я раньше был культиватором стадии заложения фундамента, но я потерял свое тело в войне против вражеского клана. В результате у меня не было выбора, кроме как занять это тело», не отвечая на вопрос, взмолился кривая душа. «Правда», — равнодушно прокомментировал Хань Ли. По правде говоря, Хань Ли был несколько удивлен, услышав, что тот был культиватором стадии заложения фундамента. Однако, когда кривая душа не мог догадаться о мыслях Хань Ли по его равнодушному виду, он тут же испугался и продолжил умолять: хотя уровень моей культивации упал до самого низкого уровня стадии конденсации ЦИ, у меня по-прежнему есть несколько магических инструментов и духовных камней.
Я готов отдать их вам, если вы пощадите меня. Проговорил он покорно. Он четко понимал, что у него нет выбора, кроме как уступить под контролем Ханьли. Однако Ханьли не обратил внимания на его соблазнительные слова и спросил, задумавшись на минуту: «Ты культиватор 7 великих сект?» Ханьли специально спросил об этом. Он знал, что за пределами государства, Юэ и 7 великих сект было очень мало культиваторов на этой стадии. Только несколько крупных кланов содержали в своем составе культиваторов стадии заложения фундамента, как, например, клан Янь. 7 великих сект. Ах, да. Я культиватор горы духовного зверя. Неужели вы тоже культиватор 7 великих сект? Спокойно проговорил Кривая Душа, но Ханьли все равно смог заметить следы страха в его глазах, в результате чего Ханьли начал сомневаться в его словах. Получается, что ученик с горы духовного зверя. Как поживает молодая госпожа Хань Юньчжи? С легкой улыбкой спросил Ханьли. Хань Юньчжи. Мне действительно жаль. Она уже долгое время находится в уединенном культивировании и таким образом не вспоминала о своих младших учениках. Кривая Душа на мгновение удивился вопросу Ханьли, но затем дал смелый и самонадеянный ответ. Так ты не знаком с ней? Тогда что скажи, каких учеников с горы духовного зверя ты знаешь? Я знаком со многими из них. Возможно, я бы смог кое-что разузнать. Ханьли настойчиво продолжал свой пристрастный допрос. Это... Кривая Душа запаниковал, а его глаза забегали во всех направлениях. Его мимика была честнее, чем его слова. Увидев, что этот человек не смог ответить, выражение лица Ханьли помрачнело. «Ты меня действительно разочаровывал. Поскольку ты колеблешься с ответом, у меня не остается другого выбора, кроме как заставить тебя говорить», — прямо сказал Ханьли. Его тело тут стало перемещаться словно фантом. Кривая Душа стоял на месте, как вкопанный. Однако он не мог действовать, поскольку талисман управления душой был прикреплен к его груди. Внезапно он начал панически кричать: «Господин Даосист, зачем все это? Мы можем поговорить об этом». Когда этот талисман использовался на смертных, он был способен полностью блокировать тело жертв, что они даже говорить не могли, не то что двигаться. Но если талисман использовался против культиваторов, обладавших магической силой, его эффективность была недостаточной. Хотя были и другие методы обездвиживания более слабых культиваторов, их было мало, и все они позволяли говорить и выражать эмоции. В этот момент Ханьли не обращал внимания ни на один из его криков и достал из своей сумки для хранения черную чашу. Как только он достал ее, воздух наполнился зловещей ци, в результате чего температура поблизости снизилась на несколько градусов. Вскоре после этого черная чаша издала ужасный вопль и окружила себя странным черным туманом, а черная аура вокруг ней стала плотнее. Это была чаша сбора душ, которую Ханьли недавно заполучил. Держа в руке этот инструмент, Ханьли зловеще взглянул на Кривую Душу и направился в его сторону. При виде этой чаши Кривая Душа был сбит с толку. Но он тут же подумал о чем-то, и его выражение лица сразу же изменилось. Он заставил себя сказать: «Что вы планируете делать? Не говорите мне, что вы планируете использовать технику заточения души». Когда он произнес слова «техника заточения души», его глаза наполнились ужасом. Техника заточения души была печально известна среди всех культиваторов и наводила ужас на них. Некоторые культиваторы даже могли поклясться в чем угодно под угрозой этой злой магической техники. У всех сект и великих кланов есть специалисты, которые изучали эту технику, чтобы применять ее в качестве наказания против предателей. Именно благодаря жестокости этой техники она стала такой известной. Стоит сказать, что те, кто практиковал эти техники, были способны поймать душу и мучить их с помощью различных магических техник. Ходят слухи, что эти пытки были невыносимы даже самым стойким людям. Более того, чем сильнее душа культиватора, тем больше боли они чувствуют. Так что лица культиваторов сразу же бледнели только от одного упоминания об этой чаше. Слухи о технике запечатывания души распространились по всему миру культивации. Самым известным среди них был слух о том, что культиваторы, способные к технике запечатывания души, смогли усовершенствовать инструмент души, неразрывно связанный с их собственными душами. Только с помощью такого магического инструмента пользователь мог полностью использовать технику запечатывания души и проклясть душу его цели, чтобы было намного хуже смерти. Немногие культиваторы лично видели инструмент души, но, как говорили, он выпускал плотную, зловещую, призрачную ауру. Это описание соответствовало тому, как выглядела черная чаша, в которой находилось более сотни душ культиваторов. Таким образом, глядя на зловещий вид Ханьли с черной чашей в руках, Кривая Душа ошибочно полагал, что Ханьли на самом мог использовать этот инструмент души для выполнения ужасной техники запечатывания души. Было неудивительно, что он решил так.
Когда кто-то вспоминал о пытках души, первое, что приходило в голову, это техника запечатывания души. Естественно, что он испугался. Когда Хань Ли услышал слова кривой души, на его лице по-прежнему не было никаких эмоций, хотя на самом деле он был удивлен. Фактически, Хань Ли не думал об использовании техники запечатывания души, а всего лишь угрожал ему. Он достал черную чашу, чтобы напугать кривую душу. Но теперь, когда кривая душа верил, что Хань Ли был способен использовать технику заточения души, Хань Ли легко воспользовался его заблуждением. «Я спрашиваю тебя еще раз. Говори, кто ты такой и почему выдал себя за культиватора с горы духовного зверя», холодно проговорил Хань Ли, не собираясь отвечать на вопрос кривой души. Уклончивый ответ Хань Ли еще больше напугал его. Его губы дрожали от страха, но он не мог произнести ни слова. При виде этого Хань Ли не стал продолжать говорить. Вместо этого он начал смутно пробормотать неизвестное заклинание и поднес черную чашу к лицу кривой души. Что касается зловещей ци в этой чаше, даже Хань Ли, культиватор на стадии заложения фундамента, вздрагивал при контакте с ней. Кривая душа, будучи культиватором в стадии конденсации ци, естественно, сильнее ощущал ее давление. Таким образом, когда эта чаша оказалась перед его лицом, он почувствовал, что все его тело обдало странным, сильным холодом, словно миллионы иголок вонзились ему в душу и заморозили ее. Спустя несколько мгновений он больше не мог переносить эту боль и закричал. «Не стоит так спешить, я еще даже не начал использовать технику. Тогда боль будет в 100 раз сильнее». Вдруг прошептал Хань Ли. «Больше в 100 раз». Когда кривая душа услышал это, он был вне себя от страха. Он не мог переносить нынешний уровень боли даже несколько секунд, а еще большую боль он и представить не мог. Таким образом, он был полностью уверен, что это была та самая техника заточения души. Таким образом, когда он увидел, что Хань Ли делал руками жесты и говорил заклинания, он торопливо заговорил: «Господин, пожалуйста, простите меня. Я все скажу. Пожалуйста, уберите свой инструмент души и воздержитесь от использования техники заточения души». Из-за того, что зловещая ци проникла в его тело, он заикался, повторяя свои слова. Если бы не защита духовной ци в его теле, а также сама сила тела кривой души, он тут же бы был заморожен. Если бы ты был тактичным раньше, ты мог бы избежать и эту боль. Хань Ли отодвинулся от него, чтобы убрать миску милостыни, и говорил так, как будто кривая душа сам навлек на себя эту беду. Фактически, он внутренне вздохнул с облегчением. Хань Ли вскоре убрал черную чашу, поскольку даже сам он не мог столько выдерживать давление темной ци в этом магическом инструменте, который был у него в руках. Когда кривая душа увидела, что Хань Ли действительно убрал магический инструмент, он глубоко вздохнул. «Для тебя же лучше, если ты не станешь меня обманывать. Я, естественно, буду использовать магические техники, чтобы проверить правдивость твоих слов. Надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы пытаться что-то скрыть от меня. В противном случае я рассею твою душу и обеспечу то, чтобы ты никогда не перевоплотился», проговорил Хань Ли с тоном холоднее льда. Услышав эти слова, только что сильно пострадавшая кривая душа невольно вздрогнул, а выражение его лица стало бледным. Глава 339. Шок. «Я только не смей называть себя свободным культиватором, иначе я не поверю ни единому твоему слову». Без колебаний перебил его Хань Ли. Кривая душа горько улыбнулся. Казалось, у него на самом деле не было другого выбора, кроме как сказать правду. Немного поколебавшись, он уныло сказал: «Все так, как вы и сказали, только я не из государства Юэ». «Ты не из государства Юэ». Услышав это, даже на каменном лице Хань Ли можно было разглядеть долю шока, который он почувствовал в своем сердце. «Я на самом деле был культиватором секты контроля над духом из государства Тяньда», медленно проговорил кривая душа. «Секта дьявольского да, секта контроля над духом». Хань Ли прищурился и посмотрел на него с таким острым взглядом, словно меч. «Верно. Я прибыл в это место несколько лет назад, но я не ожидал, что один из культиваторов вашей страны разрушит мое мистическое тело и доведет меня до такого состояния». Когда кривая душа говорил об уничтожении своего тела, на его лице была беспомощность. Немного поразмыслив, Хань Ли спросил, вскинув брови от удивления: «Твое тело было повреждено 6 лет назад». Поскольку голос Хань Ли был спокоен, кривая душа не смог заметить его удивление. Он честно ответил: «Все так и было. После того, как ты завладел этим телом, ты не думал о возвращении?» Спокойно спросил Хань Ли. «Естественно, я хотел это сделать. Но похоже, что вы не очень разбираетесь в техниках дьявольского да». Лицо кривой души все еще выглядело беспомощным. «В чем дело?»
Хотя я знаю кое-что о дьявольском, да, это всего лишь обрывки слухов, открыто признался Ханли. Наше дьявольское «да» особенно относится к сильным мира сего. Они являются непреложной истиной для нас, в то время как слабые должны преклоняться перед ними. Заполучить авторитет можно только благодаря силе. Изначально мое положение в секте контроля над духом не было низким. У меня была изящная напарница пути «да» и несколько послушных учеников. Но теперь, когда уровень моей культивации значительно уменьшился, я буду никем. Скорее всего, я могу быть вовлечен в какую-то опасную схему против меня, с холодной улыбкой объяснил Кривая Душа. Услышав это, Ханли сморщил лоб и промолчал. Кривая Душа продолжил: уровень моей культивации снизился, потому что мне пришлось завладеть этим телом. Таким образом, никто не ожидает, что я смогу восстановить свою культивацию на должный уровень в течение 40 лет и смогу открыто вернуться. Вы думаете, я на самом деле решил бы остаться в этом месте, где даже птицы не ходят по дерьму? Из того, что ты сказал, следует, что поблизости ты не встретил никаких других культиваторов, пока вы прятались рядом с городом Цзяюань. Ни одного. Вы, господин даосист, первый культиватор из государства Юэ, которого я увидел с того момента, как завладел этим телом. Проговорил он. Тогда почему ты сначала пытался выдать себя за культиватора с горы духовного зверя? Ханли продолжил свой допрос. Я решил, что раз вы культиватор из 7 великих сект, будет лучше, если я не буду ставить себя в еще более невыгодное положение, оживленно ответил Кривая Душа. Услышав это, Ханли вдруг улыбнулся. Это правда? Любезно спросил Ханли. Тем не менее, из-за его доброжелательного выражения лица Кривая Душа почувствовал, как холодок промчался по его спине. Это правда. Господин даосист все еще недоволен моим ответом. Осторожно спросил он с неловким выражением лица. Я слышал, как люди говорили, что легче обманывать других словами, содержащими 7 частей правды и 3 частей лжи. Интересно, сколько правды в том, что ты сказал мне? Медленно произнес Ханли, глядя на него. Хех. Вы слишком подозрительны. Я сказал вам всю правду. Кривая Душа явно не был простаком. Ему ничего не оставалось, как стоять на своем, когда он вспомнил о том, что его ожидало за ложь. Как насчет того, чтобы сначала рассказать мне о нескольких вещей? Дьявольская «да» уже вторглась в наше государство Юэ. Таким образом, мы теперь враги. Поэтому я не намерен тебя пытать, а просто вырву твою душу, зловеще произнес Ханли. Кривая Душа тут же побледнел от услышанного. Вторглись в ваше государство Юэ. Как это возможно? За такой короткий промежуток времени, в одно мгновение на его бледном лице появились следы раскаяния. Ханли почувствовал себя потрясенным. Ты знал об этом? Кажется, я действительно недооценил тебя. Независимо от того, даже если твой статус в секте контроля над духом был высоким, сейчас ты всего лишь культиватор стадии конденсации ЦИ. Так что не суди меня за то, что я беспощаден, Ханли прищурился и проговорил с угрозой в голосе. Ханли взмахнул рукой, в результате чего черная чаша снова появилась перед ним. Ее плотный, холодный ЦИ сразу наполнил воздух. Но то, что произошло дальше, по-настоящему удивило Ханли. Кривая Душа не только не показывала страха перед этим инструментом, но даже не смотрела в его сторону, заставляя Ханли чувствовать себя неловко. Ханли не мог использовать черную чашу по-настоящему, а мог только угрожать с ее помощью. Если Кривая Душа действительно собирался погибнуть, тогда Ханли мог только наблюдать за тем, как он погибает, забрав с собой его тело. У него было несколько заклинаний для извлечения души, которые он узнал благодаря техникам кровавых жертвоприношений, но, к сожалению, он не практиковал их. Пока Ханли думал об этом, Кривая Душа глубоко вздохнул, а затем сказал: «У меня все еще есть несколько секретов для вас. Кроме того, они связаны с жизнью и смертью ваших 7 сект. Однако что гарантирует то, что вы пощадите меня после того, как я их раскрою? Вы можете просто убить меня и потом запечатать мою душу». Когда он произнес слова «запечатать душу», он невольно передернулся. Услышав то, с каким выражением Кривая Душа произнес эти слова, Ханли почесал нос и снова убрал черную чашу. Какие именно ты хочешь гарантии? В разумных пределах я могу рассмотреть это. Равнодушно ответил Ханли, как будто он не считал эти секреты важными. ГМ. Я не могу доверять вашим обещаниям. Но, насколько мне известно, те, кто культивирует технику запечатывания души, могут поклясться на своих инструментах души. Если они нарушат клятву, то техника запечатывания души убьет их. Хорошо, я согласен. Без малейших колебаний согласился Ханли, холодно смеясь в своем сердце. После этого Ханли достал черную чашу и поклялся на ней, как и сказал Кривая Душа.
Увидев, что Хань Ли так легко дал клятву, Кривая Душа заподозрил, что что-то не так. «Итак, я поклялся. Только не говори, что у тебя есть еще какие-то требования». Хань Ли презрительно прервал сомнения Кривой Души, сознательно раскрывая недовольство. «Конечно, нет. Я знаю, что случается с жадными. Тем не менее, прежде чем я разглашу эти секреты, господин даосист должен сначала рассказать мне о нынешних обстоятельствах моего дьявольского да и ваших семи великих, поскольку я не уверен, что эта информация не устарела». Кривая Душа отвлекся на мгновение, но тут же продолжил с большой улыбкой. Хань Ли немного поколебался, а затем описал текущее положение дел в войне. Кривая Душа внимательно слушала, но как только он услышал о великой битве, которая должна была состояться через месяц, на его лице показалась легкая насмешка. Поскольку Хань Ли пристально смотрел на его лицо, он мог четко видеть это. После того, как Хань Ли закончил рассказ, Кривая Душа что-то пробормотала про себя, а затем заговорил. То, что он сказал, повергло Хань Ли в шок. «Господин даосист, если вы хотите меня выслушать, вам не нужно спешить в пограничный лагерь 7 сект. Очень вероятно, что 7 сект и культиваторы союзных стран уже будут побеждены. Если вы уйдете, то просто выкинет вашу жизнь на ветер», — сказал Кривая Душа. С безразличным лицом Хань Ли холодно уставился на него, ожидая объяснений. Культиватор секты контроля над духом был удивлен таким поведением Хань Ли. Хотя он испытывал все большее беспокойство по отношению к Хань Ли, он продолжил: «Вы, наверное, этого не знаете, но гора Духовного Зверя на самом деле была одной из наших сект. Они никогда не прекращали своих секретных отношений с нашей сектой контроля над духом, а их недавнее восстание было всего лишь прикрытием. Если я не ошибаюсь, эта постановка была подготовлена 6 сектами, чтобы дождаться культиваторов 2 союзных стран, чтобы уничтожить их одним ударом. Предположительно, после того, как битва закончится, наша дьявольская да будет править в нескольких странах». Эти слова еще больше поразили Хань Ли. Постановка. Разве это не слишком? Секта Горы Духовного Зверя специально выставила на показ свои отношения с твоей сектой контроля над духом. Было бы лучше, если бы они скрывали это, отойдя от шока, спросил Хань Ли. Вы действительно считали, что остальные 6 сект не знали о происхождении секты Горы Духовного Зверя? Помимо этой секты, есть еще одна секта из ваших 7 сект, которая когда-то была ветвью дьявольского да, самая сильная в государстве Юэ, секта маскирующейся Луны. Она возникла в нашей секте гармоничной связи. Тем не менее, секта маскирующейся Луны амбициозно планировала стать независимой и по-настоящему разрушила свои связи с сектой гармоничной связи несколько сотен лет назад. Слова культиватора секты контроля над духом продолжали все больше повергать Хань Ли в шок. Глава 340. Ловушка. Но ведь в ходе того сражения погибло много культиваторов, в том числе 2 культиватора стадии формирования ядра. Допустить такие потери только для того, чтобы скрыть правду о горе Духовного Зверя, это просто невозможно. Хань Ли нахмурил лоб, не желая верить тому, что услышал. Если бы ни один из культиваторов формирования ядра не погиб, разве бы остальные 6 сект поверили в это? Кроме того, вы действительно уверены в том, что это были настоящие культиваторы формирования ядра? Ухмыльнулся Кривая Душа. Ты имеешь в виду? Хань Ли с удивлением взглянул на Кривую Душу. Насколько я знаю, наши секты дьявольского да обладают несколькими запрещенными техниками, которые повышают уровень культивации вплоть до стадии формирования ядра. Естественно, в этих техниках есть большие недостатки, и их можно использовать только один раз на культиваторе. Смерть от разрыва меридианов была неизбежной, и продолжительность их жизни была ничтожно коротка, однако этого было бы достаточно, чтобы обмануть 6 сект в одной битве. Хань Ли замолчал, казалось, он был убежден. С учетом этого, секты с Горы Духовного Зверя может нанести удар в подходящий момент во время сражения между 6 сектами дьявольского да и 7 великими сектами и их союзниками. Они на самом деле могут разрушить установленные формации 7 сект. Со сломанными формациями 7 сект и их союзники будут беззащитными и станут легкой добычей для сект дьявольского да. Даже если то, что ты сказал, правда, время для решающего сражения еще не наступило. Если бы я сделаю отчет, неужели я не смогу переломить ход битвы? Почему я должен убежать? Немного помолчав, проговорил Хань Ли. В его словах были сомнения. Вы действительно верите, что наш дьявольское да нанесет удар в точно установленное и согласованное время? Согласно нашим изначальным планам, это объявление должно было запутать наших противников, сделав их уязвимыми по мере их подготовки. Хотя я не знаю, как именно, но я считаю, что через несколько дней наша дьявольская да начнет неожиданную атаку на главный лагерь. Это должен быть момент, когда 7 сект будут наименее готовы к этому, а подкрепления еще не будет.
Вы действительно думаете, что ваш отчет прибудет вовремя и что высшие эшелоны поверят вам? Кривая душа ухмыльнулся, явно наслаждаясь бедствием, которое должно было обрушиться на 7 сект. Спокойное выражение Ханьли, наконец, сломалось, чувствуя беспокойство в своем сердце. Если 7 сект действительно потерпят поражение, его ближайшие дни будут нелегкими. Ему придется скрываться по разным странам, чтобы избежать преследования дьявольского Да. Его единственным выходом для него была бы реставрация древней транспортной формации и начало новой жизни на чужбине. Ты действительно хорошо осведомлен о планах дьявольского Да. Кажется, твое положение в секте на самом деле было высоким. Но нет причин для беспокойства, твоя истинная личность меня не интересует. Однако я должен спросить, есть ли у какие-либо доказательства этого? Ты же не считаешь, что я поверю тебе на слово «да»?» Немного подумав, спросил после Ханьли. На мгновение вопрос Ханьли ошеломил культиватора из секты контроля над духом. Я потерял свое тело. Действительно ли господин даосист считает, что у меня есть при себе какие-либо доказательства? Если у вас достаточно терпения, вы можете подождать несколько дней, чтобы узнать о результатах битвы. Кривая душа горько улыбнулась, прежде чем ответить так, как будто это не имело к нему никакого отношения. Ханьли холодно улыбнулся в ответ. Без тела твоей душе как-то удалось сбежать. Тем не менее, ты все еще жив и даже способен восстановить свои магические инструменты и другие ценности. Я уверен, что ты также сможешь восстановить и кое-какие доказательства, сказал Ханьли. Ханьли ясно понимал суть дела, чем вызвал горькую улыбку кривой души. Хех. Кажется, от вас действительно ничего нельзя скрыть. Да, у меня есть несколько секретных писем между сектой Горы Духовного Зверя и моей собственной сектой. Фактически, я отвечал за передачу информации в государство Юэ несколько лет назад. Но я бы не подумал. Слегка смутился кривая душа, когда Ханьли разоблачил его. Ханьли внутренне вздохнул в ответ на его признание. Этот человек был на удивление хитроумным. Кажется, Ханьли следует быть еще осторожнее. Он даже не знал возраста своего врага. «Где ты оставил их?» Когда Ханьли прямо задал этот вопрос, он стал пристально осматривать тело кривой души. Нефритовые таблички находятся в моей сумке для хранения. Я спрятал ее в ближайшей пещере. Как насчет того, чтобы я показал вам это место? Проворно проговорил кривая душа. У тебя нет их при себе. Во взгляде Ханьли были сомнения. Как вы знаете, это тело — воскрешенный труп. Хотя он намного превосходит обычных людей, он потерял большинство человеческих своих чувств. Поэтому я боялся, что в любой момент я могу потерять свою сумку для хранения. По этой причине я оставил ее в той пещере, с трудом объяснил кривая душа, в результате чего Ханьли почувствовал, что что-то не так. Ханьли ничего не сказал и тщательно обыскал его тело, оставшись с пустыми руками. Затем он спросил ледяным тоном, где пещера. «Я пойду и обыщу ее». Увидев, что Ханьли был очень осторожен, кривой душе пришлось только мрачно выдать ее местоположение. Ханьли кивнул и повернулся, чтобы уйти. Но внезапная мысль в его голове остановила его. Вдруг он повернулся и спросил, «Как ты проник в труп?» Хотя трупом легче завладеть, поскольку в нем нет души, но оно не принадлежало культиватору. Ханьли на самом деле было это очень интересно. «Я не знаю». Услышав это, лицо Ханьли потемнело. Но не дожидаясь, когда Ханьли заговорит, кривая душа поспешно объяснил, «Я действительно не знаю, как. Тогда я был на грани смерти и еле добрался в город Цзяюань. Мне ничего не оставалось, кроме как высвободить свою душу и метаться по всем направлениям в поисках культиватора. Однако я не смог найти ни одного культиватора поблизости. Когда я почти потерял надежду, я наткнулся на этот бездушный труп. В отчаянии я пытался проникнуть в это тело, и, вопреки моим ожиданиям, мне удалось. Казалось, что этот культиватор сам не верил своим словам. Ханьли молчал и пристально смотрел на него. Затем он внезапно подошел к кривой душе и ударил дважды по талисману блокировки души на его теле, прежде чем исчезнуть в темноте. У кривой души было горькое выражение лица. Но спустя какое-то время Ханьли вернулся со странным взглядом в глазах. Ханьли смог легко найти пещеру, используя полученные ориентиры. Она была небольшой. По взмаху руки из его сумки для хранения вылетел камень лунного света. Зависнув над его головой, он тут же осветил все его окружение. Затем он заглянул в темную пещеру и задумался на мгновение, но тут же вытащил свой белый чешуйчатый щит и панцирь черепахи. Используя два этих магических инструмента для защиты, он осторожно вошел внутрь. Как он и ожидал, пещера была невелика.
Пройдя около 25 метров, он наткнулся на пещерную стену, заблокировавшую его путь. Казалось, это был конец пещеры. Хань Ли окинул пещеру своим зорким взглядом, но не нашел ничего странного. Затем он опустил голову и посмотрел на землю. Согласно словам Кривой Души, его сумка для хранения была закопана под камнем, и ее легко можно было найти. Как и ожидалось, примерно в 6 метрах от него он обнаружил большой камень. Недолго думая, он сделал несколько шагов вперед и внимательно осмотрел его. «Тьфу!» — воскликнул Хань Ли. Это был совсем не камень. Очевидно, что это была большая куча чьих-то останков костей со следами гниющей плоти, которая отвратно воняла. Придя в себя от удивления, он обнаружил, что кости принадлежали свирепых хищникам, каким как тигр или леопард, а на останках были следы зубов, как будто что-то их покусало. При виде этого Хань Ли погрузился в мысли, прежде чем вскрикнуть «нехорошо». Он поспешно повернулся, чтобы покинуть пещеру. Однако было уже слишком поздно. Черная тень выскочила непонятно откуда и врезалась в белый щит Хань Ли. Внезапно его отбросило с огромной силой и яростно врезался в стену пещеры. Хотя он был защищен, боль была невыносимой. «Что это за монстр?» — подумал Хань Ли с яростью и тревогой, превозмогая сильную боль. Но не дожидаясь, когда Хань Ли отойдет от стены пещеры, тень снова набросилась на него. У Хань Ли сработал инстинкт самосохранения, и он тут же выставил перед собой все свои защитные магические инструменты. Бдыщ! Четкое кольцо поразило Хань Ли. На этот раз удар бы не такой сильный. Бабах! Его белый чешуйчатый щит раскололся на две части и рухнул на пол. Хань Ли чуть не прикусил свой язык от ужаса. Немыслимо. Этот монстр на самом деле смог разбить его белый чешуйчатый щит за 2 удара.